Привет, друзья! Нас пригласили в парк Секвой. Я думаю, что это отличная возможность заняться новым путешествием. Говорят, там очень интересно. Для некоторых даже это место силы. Мы обязательно с вами это проверим. Поехали! Дорога к парку сама по себе очень живописна и вызывает кучу позитивных эмоций. Проезды мимо старых водонапорных башен, вдоль вырезанных тоннелей, вдоль старых зданий и старых городков. Очень интересные эмоции и ощущения. Подъезжая ближе к парку, вы можете увидеть прекрасные высокие сосновые леса. Дальше пейзаж сменяется картинками, как из мультфильма Gravity Falls. Практически отсутствующее солнце среди деревьев. Время в дороге пролетело незаметно, и вот мы на месте. Масштаб этих деревьев поистине поражает. Я даже боюсь предположить, сколько это дерево метров в высоту. Наверное, никак не меньше 50. А это человек на фоне дерева. Каждое дерево в этом парке пронумеровано. Это дерево под номером 5. Дальше секвой становится больше, размеры их меняются, но каждое дерево поистине исполинское. Вы можете себе представить, наверное, метров 100 высотой конкретно вот это дерево. И диаметр ствола, я думаю, метров 5. Это даже как будто на секвойе отпечатан какой-то леший или лесовичок. Сверху два глаза, нос посередине. И внизу вот здесь рот. Так интересно. У-гу-гу. Такие старые мудрые деревья. А вот это раздвоенная секвойя, по некоторым данным, называется мать и сын или что-то вроде этого. Но я не проверял, наслаждаясь видами природы. Если я не прав, напишите об этом в комментариях. Не знаю, как вам, а мне этот вид кажется невероятно красивым. Закатывающееся солнце. Прислушайтесь, вороны. Я как будто на другую планету попал. Совсем на другую планету. И это все буквально вот рядом от меня, в 2 часах езды. Почему я здесь раньше не бывал? Вот вам еще картинка, как дети на фоне дерева. Вот такого. Наверх даже доснять не могу. Кстати, это дерево номер 11. Это не это дупло? Ну, слушайте, а может и пролезу? Ну, действительно дупло. А пойдемте действительно пройдемся. А интересно, мне будет тут видно? А как бы тут сделать свет? A few moments later. Блин, короче, свет не получается сделать. Поэтому в само дупло я не полезу глубоко, потому что мне там не видно ничего. Масштабы дупла видите? Ух. Тим, ну как тебе деревце? Большое. Здоровья. Да я думаю, лавочки вниз идут глубже, чем вот эти деревья. Может быть. Интересно, каких годов эти надписи? 23-й год, свежие. Здесь весь срез дерева тоже усеян такой наскальной живописью. Оказывается, по всему миру люди не лишены чувства прекрасного. А здесь, друзья, целая роща огромных секвой. Посмотрите, какие они красивые, какие они величественные. У меня это вызывает какой-то совершенно детский восторг, неописуемый. Очень красиво. Это действительно одна из тех вещей, которые стоит увидеть, как и Гранд Каньон. Вот рекомендуют мне прям пройтись под пиленным деревом. Вот такое дерево, длинное. И внутрь предлагается пройти по земле. Говорят, какая-то здесь невероятная акустика. Ну да, эхо как будто есть, но как будто его и нет совсем. Представляете себе, человек идет внутри наполовину сгнившего дерева. Да, такое. Hello! Эля, привет! Здесь еще одно дупло, но все уже поленились идти внутрь. Оказывается, дерево, внутри которого мы шли, отец леса. И когда-то это дерево было самым большим, судя по всему, в парке. А сейчас оно упало. Вот такая история. А здесь я обнаружил целый детский сад. Много вместе и молодые секвойи. Давайте смотреть. Вот такие совершенно милые деревца. Вот это хоть и молодое, но сверху уже почти пустое. То, что справа, тоже высокие. Давай меня фоткай. Да, фоткаю.
как в природе. Что как в природе? Ну, большое дерево, маленькие шишки. А у тебя есть маленькая шишка? У тебя есть большая? Ну, у меня... Ну, судя по Я вам тому, не что скажу. он не очень большое дерево, у него должны быть большие шишки. Эля, а тебе дали маленькую шишку? Да. Скажи. Это от секвойи. Это от секвойи, вот такие шишки, чуть больше ногтя размером. Да. Обалдеть. Бум. Ребенку устало. 15 минут ребенку ходило. Ребенку, пойдем дальше. Какой послушный ребенку. Это не Некоторые зоны дешево. временно закрывают для того, чтобы дать реабилитироваться растениям. Представляете, дым идет буквально из середины ствола. Подходить запрещено. Дерево горит. Высокий пень, да, в котором дятел поработал основательно. Идеальные просто. Да. А что, собаки травоядны? Поваленная секвойя. Метров, наверное, 30-40. Представляете, сколько лет она здесь лежит? Yes, I'm lying in a bathtub, lying down low, lying in a bathtub, lying all alone, lying in a bathtub, lying to myself about me and you and everybody else. Вот это пенек. А вот нашли совсем молодые секвойи. А вот падающий гигант. Такое знаменитое дерево с проходом, проездом через него. Сейчас, к сожалению, немножко приуныло. Тем временем дерево номер 25. Yes, I'm lying in a bathtub, looking through a cloud and watching my lucky stars go out. Мы нашли мост в одну полосу. Если одна машина едет, другие уже не могут. Загорается светофор, может проехать только одна машина в одну сторону. Жаль, высокие стены у моста, и не видно, что происходит снаружи. Я думаю, это через то озеро, которое мы выше ехали. Такие сооружения красивые. Наверное, здесь был когда-то пропускной пункт. Похоже на то. Такое я в Чечне видел. Вот мост заканчивается и поехали. Сейчас этому человеку загорится зеленый, и он поедет на мост. Шишку курить? Да. Может, лучше палку кидать? Тузя, ты точно в порядке? Это только в запрещенку. И я тут настолько преисполнился в своем любовании деревьями, что аж даже стал с яркостью играть, с контрастностью. Что за оператор получается? Поеду подростки были. Короеды-подростки. Фиксируется не болта.